В наше время возможно то, что раньше люди сочли бы фантастикой, например, Icynene Spray Foam – специальная напыляемая пена, которая считается одним из самых лучших и эффективных способов утепления зданий. Изготавливается средство из переработанного полиуретана, который не содержит вредных газов, токсичных химикатов или синтетических пенообразователей, что делает его экологически безопасным решением для новых и существующих зданий. Используется напыление для теплоизоляции крыш, чердаков, стен и полов. Пена позволяет защитить помещение от влаги и утечек тепла за одно применение. По сравнению с другими материалами, которые обычно используются для аналогичных целей, бельгийская пена может повысить энергоэффективность помещений до 50%. Материал расширяется при контакте с воздухом, заполняя любые полости за считанные секунды. Таким образом, она проникает даже в удаленные и труднодоступные места. Исходное состояние Icynene Spray жидкое, поэтому она имеет небольшой объем, что значительно облегчает транспортировку. Дополненная реальность AR – это цифровая информация, которая зрительно накладывается на картину окружающей действительности и расширяет наше представление о ней. Другими словами, с помощью нее вы можете увидеть перед собой то, чего еще нет. В современном проектировании используют BIM – Building Information Modeling. С помощью этой технологии создается информационная модель здания, его цифровой двойник. Это и становится основой для работы в AR-программах. Архитекторы, дизайнеры, инженеры имеют доступ к общей базе данных, поэтому время на согласование в процессе проектирования существенно сокращается. Использование BIM-наложения возможно на всех этапах строительства. Уже до начала работы строители могут взглянуть на строительную площадку с уже внесенными дополнениями и увидеть, каким будет объект. Они также могут получить дополнительную информацию о трубопроводах, проводке, материалах и так далее. В процессе строительства и после его завершения подрядчики и менеджеры могут зайти в модель с помощью телефона, чтобы сравнить то, что было запланировано, с тем, что было построено, и оценить работу на месте. Пассивная противопожарная защита – комплексное решение, которое заставит вас раскошелиться, однако с уверенностью скажем, что изобретение стоит своих денег. Основная идея пассивной защиты от пожара – не дать огню распространиться на соседние помещения, а также минимизировать действие продуктов горения до прибытия пожарных. Времени, выигранного при помощи системы пассивной противоогневой безопасности, будет достаточно для эвакуации людей и применения первичных мероприятий по тушению. Словом, система помогает спасти жизни людей и минимизировать ущерб. Как же она работает? Первым делом строители разделяют здание на пожарные отсеки противопожарными стенами и противопожарными перекрытиями. Затем они устанавливают системы противодымной защиты, противопожарные клапаны, двери, ворота, навесы, молниезащиту, а также делают вставки из специальных материалов, которые размещают на потолочных светильниках. Заключительный этап – нанесение специальных покрытий, красок, лаков, штукатурок и плит. Все это не дает пламени проникнуть в безопасные зоны и уменьшают температуру в здании, выводя дым и горячие газы из помещения. Таким образом, здание не перегревается, а большая часть дыма выходит вверх. Выведение дыма помогает людям не надышаться смертельными продуктами горения. В случае пожара люки, встроенные в зенитные фонари, открываются и выпускают дым и горячий воздух наружу. Но, конечно же, вывести опасный продукт горения недостаточно. Нужно еще и обеспечить постоянный поток свежего воздуха внутрь, чтобы люди не задохнулись во время эвакуации. Для этого устанавливается противопожарная вентиляция. В целом устанавливается система достаточно легко, поэтому вопрос, стоит ли обзаводиться технологией, сводится только к деньгам. Однако, как бы то ни было, всегда лучше проводить профилактические меры и не допускать возникновения пожара. Алмазный дюбель – вот еще одна новая и интересная конструкция, прототипом которой стал некогда популярный деревянный чопик, который вколачивали в стены перед тем, как вбить туда гвоздь. Приспособление представляет собой пластичное крепежное изделие, которое подходит для строительных швов не только в камне и гипсокартоне, но и в бетонных плитах и тротуарах. Оно передает вертикальную нагрузку через стык и минимизирует дифференциальный прогиб между соседними панелями плиты. Благодаря этому приспособлению в одном из проектов рабочим удалось значительно сократить время бурения и сэкономить использование бетона на 17,5%. Простые в установке, эти дюбеля предназначены для использования с
плитами на земле, поэтому отпадает необходимость сверлить отверстия в деревянной опалубке. Достаточно просто прикрепить дюбельную втулку к опалубке с первой стороны, залить бетоном, затем снять опалубку и вставить дюбельные пластины во втулку перед заливкой второй стороны. Надо сказать, алмазный дюбель отличается щадящей ценой и при этом без ущерба для качества. 3D-принтер – невероятное оборудование, с помощью которого можно создавать реальные объемные физические изделия. Такая печать открывает уникальные возможности для строительства, которые были бы либо невозможны, либо слишком дороги в реализации с помощью обычных строительных технологий. При этом весь процесс максимально прост. Самая сложная часть – разработать виртуальную трехмерную модель. Однако, когда этот этап пройден, все, что остается сделать – подключить 3D-принтер к компьютеру, отправить созданный шаблон в специальную программу Slicer. Программа сама разрежет вашу модель на слои. Расслоенный объект отправится на принтер, после чего запустится процесс печати. Говорят, время – деньги, и в этом смысле процесс 3D-печати не разочаровывает. Он в разы быстрее традиционного строительства. Естественно, меньшее время, затрачиваемое на стройплощадку, означает, что и оборудование, и рабочие быстрее освободятся и станут доступны для других проектов. Подобная печать также более эффективна с точки зрения использования энергии и материалов по сравнению с традиционным строительством. Ну и, конечно же, изюминка такого современного оборудования в том, что использовать его можно не только в промышленных целях, но и для бизнеса или даже домашнего использования. Например, можно самостоятельно создавать предметы интерьера, а также реализовывать собственные уникальные задумки. В идеале можно построить даже дом, студию или любое другое помещение, но для этого нужны приличные сбережения. Однако не расстраивайтесь, ведь всегда есть альтернатива. Например, вы можете использовать блок-контейнеры, специальные модули, приспособленные под жилье, служебные комнаты и офисные помещения. Эта уникальная технология напоминает конструктор. С помощью готовых блоков за короткие сроки можно собрать здания любых размеров и любой планировки. Помочь с этим вам сможет ПО-система, которая специализируется на проектировании, изготовлении и монтаже быстровозводимых зданий под ключ. А мы поехали дальше. Следующее на очереди итальянское изобретение Geoplast New Elevator. Разработка представляет собой модульную опалубку, стартовую сетку, к которой прикрепляются специальные пластиковые трубы. Используется конструкция для создания различных фундаментов. Система сочетает в себе простоту сборки, хорошие дренажные свойства и легкость. Высота труб варьируется по запросу заказчика. При этом основной упор разработчики все же делают на экологичность. New Elevator производится на современной автоматизированной линии из экологически чистого переработанного полипропилена высокой плотности, который сохраняет свою первоначальную форму в течение длительного периода даже при больших нагрузках. Geoplast идеально подходит для масштабных проектов. Например, именно эту опалубку выбрали для строительства одной из крупнейших площадок – площадки Экспо 2020 в Дубае. Участок имел площадь 50 тысяч квадратных метров, а во время международной выставки на ней находилось более 11 миллионов посетителей. И это не считая того, что на платформе находятся фотогальванические деревья и 67-метровый купол. Эту же самую технологию итальянцы использовали для постройки парковки на 4000 мест. В общем, изобретение хорошо работает не только в теории, но и отлично продемонстрировало себя на практике. Постройка считается впечатляющим инженерным подвигом, а легкий каркас поражает своей прочностью и практичностью. Он распределяет нагрузку по всей поверхности, тем самым позволяя рабочим передвигаться по нему во время укладки арматуры и заливки бетона. Огромным плюсом является и то, что опалубка позволяет создавать фундаменты различной высоты с возможностью использования на грунте без уплотненного или бетонного основания. Вы когда-нибудь слышали о дюрисоле? Это уникальный строительный материал, в основе которого лежит продвинутая технология. Древесную хвойную щепку скрепляют цементным раствором, и в конечном итоге получаются блоки с высокими эксплуатационными характеристиками. Дает о себе знать каждый из элементов. Так, благодаря цементу материал получается прочным как камень, что расширяет возможности для архитектурного творчества. Цементное связующее же способствует предотвращению развития грибков и вирусов в материале.
Однако в то же время дерево в составе позволяет стенам дышать и сохранять тепло. Гибрид дерева и цемента также имеет отличные акустические свойства. С этим удивительным изобретением ни соседи, ни оживленные трассы не будут проблемой. Дело в том, что за счет особой структуры материала индекс изоляции воздушного шума для готовых стен находится на уровне 50-62 дБ. Это обеспечивает эффективное подавление шума без какой-либо дополнительной звукоизоляции. Обращаться с блоками очень легко. Если вдруг необходимо что-то быстро скорректировать, пласт всегда можно распилить пополам обыкновенной пилой прямо на стройплощадке. Дюресол отлично поддается нарезке, фрезерованию и хорошо держит крепеж, что значительно упрощает прокладку кабелей и коммуникаций. Что касается наружной отделки стен, то подойдет обычная штукатурка. Технология хороша тем, что избавляет от необходимости использовать специальную грузоподъемную технику и высококвалифицированную рабочую силу. Как сохранить тепло в комнате и при этом не причинить вред окружающей среде? Легко. Мощь и инновация сливаются воедино в смеси Flowtech Klima. Flowtech появилась на свет в результате изучения металла и его эволюционных превращений. По мнению создателей, эта самонивелирующаяся смесь подходит для обогрева любого типа полов. Она выполнена на основе натуральных компонентов и позволяет сэкономить больше энергии. Звучит как выдумка, однако это вовсе не так. Более того, толщина пола может варьироваться от 0,4 до 1,6 дюйма в зависимости от пожеланий заказчика. Процесс нанесения происходит следующим образом. Масса выливается, примерно через 50 минут после разлития смесь выравнивается без какой-либо посторонней помощи. Затем рабочие стелют паркет, линолеум или другие декоративные элементы. С массой рекомендуется работать профессионалам, так как при ее укладке важно учитывать многие детали, такие как температуру, влажность и так далее. 55-фунтовый мешок с этим чудодейственным продуктом стоит $17. Когда есть свой двор или дачный участок, рано или поздно всегда возникает проблема лишней поросли деревьев. Конечно, дерево всегда можно спилить, но ненужные корни и торчащие пни все еще будут портить садовый пейзаж. А бороться с ними вручную – дело малоэффективное и энергозатратное. Но, к счастью, инженеры решили проблему. Они разработали инновационный универсальный инструмент под названием Brush Grabber. Корчеватель представляет собой огромные сверхпрочные клещи, кусты, пни, старые деревья, можете не сомневаться, он справится со всем. Использует их следующим образом. 16 трехдюймовых зубьев фиксируются на дереве, другой конец установки цепляют к тросу. После этого трос, закрепленный за машину, трактор или даже квадроцикл, быстро и без усилий вытягивает любые корни и пни. Основная фишка устройства в том, что чем сильнее его тянут, тем прочнее оно впивается в предмет. Революционное изобретение в мире строительных технологий – изогнутая Cobra I-профили. Эти две специальные спицы предназначены для создания кривых гипсокартоновых форм на потолках. Выполненные из в меру толстого оцинкованного покрытия, выпуклые и вогнутые штыри невероятно просты в использовании и легко поддерживают кривизну без каких-либо дополнительных фиксирующих креплений. При этом согнуть шпильку можно вручную. Устанавливаются спицы с использованием специального двойного каркаса с ортогональными крючками. Затем, чтобы соединить спицы от стенки к стенке, их устанавливают в изогнутый профиль кобры. Шпильки отличаются невероятной устойчивостью, на них при необходимости можно укладывать металлическую раму, а затем пласты из гипсокартона. Используется кобра для создания таких конструкций, как изогнутые подвесные потолки, купола, бочкообразные своды и волнообразные предметы декора. На этом наше путешествие по невероятному миру строительных новинок заканчивается. Мы надеемся, что вы были также вдохновлены и поражены уникальными технологиями, которые в ближайшем будущем наверняка станут обыденностью. Желаем всем хорошего настроения и до встречи!